Мы в эфире. Итак, сегодня у нас 24 января, пятница, 11 часов утра. А раз 11 часов утра и пятница, значит мы вместе с Михаилом Чернышевым. Здравствуйте, Михаил. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте всех, кто нас смотрит, и тех, кто еще не смотрит и будет смотреть в записи. А кто-то, может, будет смотреть наши нарезки, поэтому вам тоже здравствуйте. Хотя в нарезках вы не увидите, что я с вами здороваюсь. На то не нарезки, чтобы не тратить время на лишнее, а переходить сразу к делу. И вот, пока мы не виделись месяц с нашими зрителями, я вот занимался тем, что резал наши предыдущие ролики. И это дало потрясающий эффект. Да, это было видно. Да, у нас, во-первых, увеличилось число подписчиков на 650. То есть такими темпами через 140 лет у нас, ну где-то примерно 140-150 лет у нас будет 1 миллион подписчиков. Вот. Ну, совсем немного осталось. Представляете, будем мы через 140 лет такие сидеть, такие же молодые и красивые. Не всего лишь 140 лет пройдет. Ну ничего. С другой стороны, поразительно, конечно, то, что на эту нарезку у нас набежала куча коммунистов, леваков. И они такие забавные. Я, честно говоря, думал, что такая риторика, она уже осталась далеко позади, там 40 лет назад в газете «Правда», там в газете «Лучи Чучхе» или там «Корея сегодня», но нет, люди приходят и шпарят прямо цитатами. Конечно, можно предположить, что это такие профессиональные ребята, потому что в России YouTube-то замедляют, а у них все хорошо. Даже без замедления приходят в комментарии, рассказывают. Ну и я думаю, что нам даже целую отдельную передачу придется посвятить разговорам с левыми от социалистов и коммунистов. Наверное, с ними отдельно придется разговаривать, хотя не знаю. Имеет смысл с ними разговаривать, не имеет? Или они просто прибегают, что... Я тоже заметил этот феномен, то есть когда наши каналы растут так как бы органично, медленно, то вроде такое впечатление создается, что наша работа по просвещению очень удачна, то есть все уже все понимают. Вот. А как только совершается какой-то прорыв, какой-то вот такой наплыв по разным причинам подписчиков, тут начинаешь понимать, нет, да еще работать и работать. То есть все, как правило, новые такие подписчики, они начинают задавать те же самые вопросы, на которые мы отвечали еще там 10 лет назад. Поэтому, да, есть такой феномен. Как только появляется новая аудитория, так наша песня «Гарна нова». Ну, мы, наверное, с этого и начнем. Но не коммунистам будем отвечать, а уже такие более умеренным. А с коммунистами будем разбираться отдельно. Тем более они смешные ребята, они же приходят там под видео и говорят, Вы там, Маркса не читали, да, говорят. Чернышев Маркса не читал. Там такого, вы все врете, там такого не написано. Вот. Приходится отправлять ссылочку сразу на ваш этот, Да. не на канал, а прямо на плейлист, там, где все посвящено Марксу. Передайте им, что я Маркса перечитываю постоянно. На ночь глядя полчаса посвящаю Марксу обязательно. 3 тома у меня лежит, 4-го раньше читал, сейчас нет. Ну, 3 тома самые основные, 4-й там уже такое. Несчастный вы человек. Да, Можно только посочувствовать. Читать Маркса перед сном, я не представляю. А как потом спится после чтения Маркса перед сном? да, нормально спится, нормально спится. То есть, если бы я его читал первый раз, может быть, и не спалось бы, да, там, от предвкушения там безоблачного коммунистического будущего. А так как уже все понятно, и там в каждой фразе, строчке понятно, что это полная глупость. Ну, самое главное меня удивляет, что и Маркс, и все его последователи, буквально противоречат сами себе, постоянно причем. Я об этом в своих стримах, посвященных разбору Маркса, говорю. То есть, значит, читает одну лекцию, значит, убеждает людей в чем-то, значит, основываясь на Марксе, читает вторую лекцию, полностью опровергает все, что говорил до этого. И так постоянно. Или говорит, значит, говорит одно предложение, и следующее за ним опровергает предыдущее, и причем они этого почему-то не замечают. То есть, не знаю. То есть там какой-то склад ума, возможно, трудно сказать. Ну хорошо, мы же сегодня не о Марксе, да, так я что-то. Ну, это мы так про Маркса вспомнили по ходу. Просто
Ну, интересные ребята. Вот я же говорю, что когда вот живем мы в своей этой бульбашке, и нам все кажется, что все хорошо, а оказывается, что и нехорошо вовсе. Хотя, может, это, опять же, нет статистических данных, не знаю, может быть, это просто маргинальная какая-то вещь. Товарищи коммунисты, социалисты, но они смешно друг друга ругают, говорят, что они неправильные друг на друга. Самое приятное, когда они начинают спорить между собой и выяснять, кто из них э, партии Ленину более ценен. Поэтому... Ну ладно, но мы попробуем все-таки вернуться. Сегодня у нас будет утро повторов, потому что все равно в каждом видео приходят комментаторы, спрашивают все время одно и то же, а старые видео не смотрят, и им это лень. Ну так YouTube устроен, люди не смотрят старые видео, архивы, то есть говорит, посмотрите, там старое, то, что мы раньше говорили. Никто этого не смотрит. Поэтому приходится каждый раз по новой. Ну что, да, ну, давайте начнем, знаете, еще с монополий, потому что, опять же, в куче видео там была куча комментариев, хотя у нас даже отдельный ролик был о том, что государство устраивает монополии. Миллионы роликов про монополию, да. Да, и все равно говорят, что вот монополии очень жадные, вот так вот. И нельзя запрещать дешево продавать продукцию, для этого должен народ сказать чиновникам, чтобы они этого не делали. Монополия опасна, что она может захватить рынок и поднять цены. Вот так. Зачем монополию отдавать государству? Именно государство должно регулировать рынок, чтобы были равные условия для конкуренции. И, в общем, не государство создает монополию, а наоборот, монополии создают государство, говорят нам приверженцы левой идеи. Так. Ну хорошо, давайте поговорим о монополиях. Проблема, ну, кстати, вот эта проблема общая при ответе на все эти вопросы. Дело в том, чтобы коротко ответить на какой-то подобный вопрос, необходимо предполагать, что человек знаком с экономической теорией, с наукой человеческой деятельности, поэтому можно в течение 3 минут на этот вопрос ответить. Но так как люди, задающие этот вопрос, очевидно, не знакомы с этими науками, то получается, что нужно отчасти их пересказывать как и коротко, да, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос. Ну, давайте мы тогда проще сделаем. Мы не будем... Определимся, что мы будем понимать под монополией, потому что это, опять же, касается самых разных дискуссий. Очень часто встречается так, что люди спорят там о чем-то, при этом подразумевая под одним и тем же словом абсолютно разные вещи. И понятно, что они не могут, значит, постоянно одна сторона считает себя правой, другая своя, поэтому давайте определимся с монополиями. То есть, когда мы говорим монополии, то, ну, во-первых, скажем так, с политологической точки зрения, и это можно найти там и в словарях, там, и в исторических различных текстах, что монополия – это привилегия. То есть возникла она тогда, когда, ну, скажем так, монарх давал какую-то привилегию, монополию, она так и называлась, какому-то, значит, там, боярину, купцу, просто, значит, уважаемому им человеком, какую-то монополию на какую-то деятельность. То есть вот ты там, Сидорчук Петро Петрович, можешь торговать, значит, импортировать соль в Украину, например, все остальные не могут, всем остальным запрещено, иначе на кол посажу. И вот создается монополия, только один человек, одна его компания может этим, например, заниматься. То есть и под монополией следует понимать именно это. И когда, то есть если по-научному выражаться, то монополия – это просто ситуация, когда никому, кроме одного игрока на рынке или одной компании, нельзя заниматься соответствующим видом деятельности. Вот это и есть монополия. Да, в этом случае один человек, одна компания занимается чем-то торговлей или производством чего-то, или предоставлением какой-то конкретной услуги или конкретных услуг. Остальным это делать запрещено под страхом, естественно, наказания. Ну, потому что если не будет никакого наказания, но если человек захочет заниматься, будет заниматься. Поэтому неважно там штрафы, там расстрелы, а мы с вами знаем, что за любое непослушание вот этой силы, которая что-то запрещает, ну, а в нашем случае это государство, больше никто, предполагается смертная казнь. То есть если быть, ну, например, запрещено, не знаю,
распивать там спиртные напитки там на улице в открытую, например. Я, кстати, не знаю, у нас запрещено или нет. Ну, в развитых странах запрещено, возможно, и у нас запрещено. Ну, казалось бы, есть какой-то штраф, там, ну, наверное, не знаю, там 700 гривен, возможно. Казалось бы, ну, вот такое, значит, доброе государство, да, в общем, порядок наводит, но не железными рукавицами. Ну, вы попробуйте поупорствуйте. То есть скажите, нет, а почему я не могу пить? Значит, штраф не платите, значит, приходит исполнитель, вы его там не пускаете. Он вызывает полицию, значит, вы ее не пускаете. Она выбивает дверь, вы защищаетесь. Вас просто расстреляют, и это все будет согласно государственным законам. То есть любое неповиновение, ну, даже вот когда у нас там маски были, да, обязательно носить, вы не носите маску. Вот. Значит, вы подвергаете себя опасности заразиться. Значит, если вы будете упорствовать, вас просто расстреляют, и все на этом. Ну, или и забьют до смерти. Да, так опять я отклонился в сторону своего любимого государства, ну, в смысле государства как такового, как концепции. Поэтому монополия – это ситуация, когда всем остальным запрещено чем-то заниматься. С чем, и в этом смысле, да, это плохая ситуация, потому что тогда этот человек или эта компания может делать что угодно, устанавливать какие угодно цены, значит, устанавливать любое качество там, своего там, товара, услуги, в общем, продукта, и у потребителя не будет никакого выбора. Единственное, что, конечно, на самом деле, опять же, не все так однозначно, потому что я сказал, что может устанавливать любые цены, и автор вопроса таким же образом сказал. На самом деле нет, потому что если эта компания, даже монополист, все-таки работает в рынке, то есть вокруг рынок, и цель этой компании заработать больше прибыли, она не может установить любую цену. Ну, например, вот компания, которая будет монополистом по производству и продаже мороженого. Ну, не может она 2 миллиарда долларов сделать за пачку мороженого цену. Ну, я совсем утрированно, да, но вы понимаете. Почему? Потому что тогда у него вообще никакой ни прибыли, ни дохода, ничего не будет. Поэтому если цель монополиста все-таки заработать прибыль, он вынужден все равно подчиняться законам в этом смысле экономики. И все равно будет устанавливать соответствующую, то есть не такую высокую цену. Единственное, что он может делать, это он может сокращать принудительно или искусственно выпуск продукции, то есть выпускать мороженое меньше, чем мог бы выпускать, и в этом случае действительно может найти такую для себя оптимальную цену, где он будет получать при меньших затратах, потому что он меньше производит, больше доход, соответственно, будет больше прибыли. Но все равно эта точка не любая по его желанию, а эта точка, вот, значение цены все равно будет определяться рынком. Но, естественно, она будет ниже, чем была бы эта цена, если бы в этой сфере присутствовала конкуренция, были бы другие игроки, которые тоже хотели заработать денег и получить прибыль. Ну, и опять же, вот насколько эта цена монопольная будет ниже объективной рыночной цены, зависит, опять же, там, от множества факторов, в том числе от конкретного товара, от того, насколько рынок реагирует на изменение цены там, и так далее. Но в любом случае, в каком-то смысле цена все равно будет хотя бы на немного, а в каких-то случаях на очень много будет выше, благодаря такому искусственному снижению предложения. Но это возможно, повторю, только тогда, когда кто-то этой компании или этому лицу предоставил привилегию. Ну вот наш пример, например, когда, значит, ДТЭКу предоставили привилегию поставлять электроэнергию в Киев, вот это привилегия. Почему? Потому что попробуйте вы протянуть какую-нибудь там линию электропередач, значит, и поставить какой-то генератор и начать там обеспечивать дома, даже те, которые, допустим, остались без электричества там по причине там обстрела. Вас также начнут сразу остановят вашу деятельность, оштрафуют, будете упорствовать, в общем, вы расстанетесь со своей жизнью. Почему? Потому что охраняется, значит, привилегия монополиста в данном случае. Это монополия, и ну, с этим не то, что надо бороться, этого не надо допускать, то есть не надо вообще иметь в обществе такой инструмент, в этом смысле, как государство, которое кому хочет, тому предоставляет подобные привилегии. В чем заблуждаются и с чем на самом деле борются обычно ну, вот, люди подобные, которые там написал этот комментарий, они путают лидера рынка с монополистом. Потому что, ну, во-первых, на свободном рынке, когда рынок не регулируется государством, не может быть монополии, ну, по определению, то есть некому предоставлять эту привилегию, любой может заниматься любым видом деятельности. Но
На таком свободном рынке в результате конкуренции, так как каждая компания хочет заработать больше, для этого у нее нет другого выхода в данной ситуации, как предлагать свой продукт как можно дешевле, как можно более высокого качества, и в этом смысле конкурировать со своими конкурентами, извините за тавтологию, но и действительно бывают и возможны, и бывают ситуации, когда какая-то компания настолько в этом становится успешной в смысле в обеспечении благами своих потребителей, что все остальные компании просто не могут такого же качества предложить продукт и по такой же цене. И тогда, естественно, все потребители просто идут в эту компанию, где дешевле и качественнее. И с точки зрения статистики окажется, что эта компания занимает существенную долю рынка или, возможно, 100% рынка. Ну, опять же, 100% рынка невозможно, это я чуть позже скажу. Ну, скажем так, занимает для простоты, скажем, все 100% рынка. Но это не потому, что, этот предприниматель жадный, он какой-то там злой, он убил всех конкурентов, то есть это какой-то монстр. Нет, он обычный, как и все предприниматели. Просто вы сами потребители, и когда нужна какая-то соответствующая услуга, к нему идете к нему, несете его деньги и все. Поэтому, если уже винить и называть это монополизмом и, винить в этом кого-то, то винить нужно себя. Вот вы хотите отправить какую-то посылку из Киева там, в Харьков, идете в Новую почту. Отправили, а потом смотрите статистику, Новая почта занимает такой себе большой сегмент рынка. Ах ты, проклятый монополист. Так не пошли бы вы к нему, не отправляли посылку, и не был бы он таким монополистом с вашей точки зрения. Но вы туда идете. Почему? Ну, потому что это соответствует вашим ожиданиям и потребностям. Как эта ситуация может измениться? Ну, если появится вдруг какая-то компания, которая, предприниматель, руководитель этой компании, создатель этой компании, который, сможет предлагать услугу еще дешевле или еще качественнее, или одновременно дешевле и качественнее. И тогда вы просто будете идти к другому, отправлять посылки к другому предпринимателю, и все, и Новая почта станет занять меньше доли рынка. А возможно, вообще только останется этот второй предприниматель, и вы будете опять его ругать. Но вы сами туда идете, не ходите, и, не будет никаких проблем. Так вот, такая компания, которая без государственного регулирования занимает 100% рынка или какую-то большую часть рынка, она не является монополистом, ее правильно называть лидером рынка. То есть лидер по наилучшему обеспечению людей, потребителей, нас с вами соответствующим товарами и услугами. Плохо это или хорошо? Ну, конечно, хорошо. То есть я говорю, памятник нужно поставить. Хотя мне подобный предприниматель говорит, не надо нам памятник, просто пользуйтесь нашими услугами и скажите, чего вам еще не хватает, мы вам сделаем. Памятник нам ставить не надо. Ну, образно говоря, да, то есть их не ругать надо, не критиковать, не бороться с ними, а ставить им памятники и орденами награждать. Обычно люди, которые критикуют монополию, они критикуют как раз, лидеров рынка называют монополией. А почему-то реальные монополиями не называют. То есть Укрзалезницу почему-то они не называют монополистом, Укрпочту не называют монополистом, Нафтогаз не называют монополистом. Хотя это и есть самая настоящая монополия. Я когда еще говорил о монополиях, забыл сказать, что на самом деле... Одно дело, когда государство дает монопольное право или предоставляет монополию кому-то, оно само по себе является монополистом. И ее государственные компании, как правило, в подавляющем большинстве случаев являются монополистами. Опять же, почему? Причина простая, потому что государственная компания не может честно конкурировать с частными предпринимателями. Она всегда будет проигрывать в этом смысле. Опять же, тут каковы в этом причины, может быть, разговор не этой нашей беседы, но тем не менее государственная компания не может конкурировать. И единственный способ, когда она может существовать на рынке, когда государство этой своей государственной компании предоставляет монополию. Поэтому государственная компания является монополистом, само государство является монополистом, и почему-то никто не ругает их за монополию, да? А лидеров рынка принято считать, монополистами и предлагать с ними бороться. Ну, а то, что само государство является монополией, это однозначно, потому что у нас нет... Сколько у нас кабинетов министров? Один. Сколько у нас Верховных Рад? Одна. Сколько у нас чего там еще? Антимонопольных комитетов? Один. То есть антимонопольный комитет сам является монополистом. О какой борьбе с монополиями можно... То есть
если антимонопольный комитет хотел бы, чтобы ну, хоть значит, какой-то результат был от его монопольной деятельности, чтобы исчезла хотя бы одна монополия, он должен сам распуститься, и вот одной монополии у нас в стране, например, не станет. Вот. А если Кабмин и Верховная Рада самораспустятся, будет, ну, в смысле совсем, да, будет еще, совсем не останется никаких монополистов. Так, значит, что касается монополий и лидеров рынка. Теперь смотрите, когда мы говорим о лидерах рынка, и когда люди предлагают с ними бороться, необходимо понимать, каков будет результат этой борьбы. Потому что, опять же, ну вот я раз уже начал с Новой почты, лидер рынка, вы хотите, чтобы эта компания занимала меньшую долю рынка. Ну, не знаю, зачем вам это нужно, я сказал, способ простой, просто ходите там в МИСТ или еще в какую-то компанию, друзей своих уговаривайте, а не в Новую почту. Ну да, значит, вы будете, значит, дороже за все это платить, дольше будет хотеть, ну, зато, значит, пострадает Новая почта. Ну, вы почему-то это не делаете. Так вот, сами люди этого не делают, не хотят, потому что невыгодно, как оказывается, но настаивают обычно, чтобы государство здесь потрудилось, предприняло какие-то меры. Но в этом смысле вы опять же должны понимать, каков будет результат, если вдруг это получится. Потому что как государство, антимонопольный комитет, например, может бороться с этой ситуацией? Он не может не обеспечить, не заставить, даже под страхом расстрела другие компании, если они не могут доставлять так дешево и так быстро, они не могут другие компании не заставить, не что-то как-то обеспечить, чтобы они это сделали. Потому что если другие компании могли это делать, они бы уже и сами это делали. Поэтому, но государство может, значит, сделать так, чтобы, если оно не может сделать, чтобы компания работала лучше, оно может сделать, чтобы компания работала хуже. Ну, те компании заставлять работать хуже как бы нет смысла, потому что тогда доля Новой почты еще увеличится. Поэтому единственный способ – это заставить Новую почту работать хуже. То есть, например, принять какой-то там указ, закон, постановление, что нельзя доставлять, что посылки из Киева в Харьков, например, можно доставлять, ну даже давайте не посылки, там посылки разные бывают, почтовый конверт, да, там вот документы пересылают, а можно доставлять только за 1000 гривен, да, и должна она идти не быстрее, чем неделю, то есть вот, неделю или дольше. Если принять такой закон, тогда да, тогда появится огромное количество предпринимателей, которые могут это сделать. Конверт пересылать за 1000 гривен в течение недели. И тогда доля Новой почты существенно сократится в Украине. Вот будет достигнут результат. Но все мы будем в несколько раз дороже все пересылать, дольше ждать. Значит, какая-то часть, причем, я думаю, огромная часть бизнеса, может быть, половина мелкого бизнеса закроется, люди останутся без дохода и без работы, ну, потому что это совсем не рентабельно. Я-то сказал о конвертах, а речь идет и о пересылке там товаров, посылок. Поэтому экономика просто рухнуть в принципе может. И все мы будем, ну, если вы скажете, ну, бог с ним, я не знаю, что такое экономика, да, ну, просто вы будете меньше кефира есть, меньше мороженого покупать, значит, реже в такси ездить, и квартиру вам придется поменять на поменьше, например, или эту продать, купить поменьше, или арендовать поменьше квартиру, или вообще, значит, в хостел переехать. Вот к чему это, в принципе, приведет борьба с лидером рынка. То есть реально вы побороть его можете только путем ухудшения своей жизни. Причем как в первом случае, если вы сами это делаете, да, не пользуетесь лидером рынка, а специально пользуетесь тем, где все дороже и хуже. Вы ухудшаете свою жизнь. Если это делается через государство, ну просто сделает, что все компании будут предоставлять дороже и хуже. И опять ваша жизнь в этом смысле ухудшится. Но так как меньше будут пересылать, ну, в смысле, пользоваться соответствующими товарами и услугами, потому что они хуже и дороже, значит, и сотрудники этих компаний пострадают, у них зарплата будет меньше, еще на меньшую зарплату они будут покупать по более дорогим ценам, значит, и менее качественный товар. Причем речь же идет не только, что это вот только сотрудники в данном случае Новой почты. То есть государство же так не работает. Оно скажет, значит, никто не должен занимать больше 5% рынка, для этого я делаю, значит, такое регулирование. И все такое будет. То есть такси будут меньше ездить, их меньше будет количество, значит, хлеба будет меньше в магазинах, оно будет дороже. То есть вся жизнь ухудшится, если вы начнете бороться с лидерами рынка.
Ну и тут последствия на самом деле можно описывать до бесконечности. Потому что, например, почему так много компаний, почему они стараются расти, почему они стараются развивать свой продукт, технологии, делать продукт дешевле и качественнее, потому что они хотят занять большую долю рынка, каждый из них, и больше, соответственно, заработать. А теперь вы говорите через государство, что никогда вы не займете большую долю рынка. Вот если у вас там 1/10 рынка, все, значит, больше вам все равно не разрешим. Так никто и не развиваться не будет. Тут нет смысла стараться что-то улучшать, продукт, качество, услугу, обслуживание, потому что это ни к чему для этого человека не приведет. Ну, например, когда вы делаете сбережения, например, чтобы купить там какую-то квартиру, да, улучшить свое жилищное положение, сделать его лучше, чем сейчас. А вам говорят, нет, значит, мы вам не разрешим переехать в квартиру большей площади, потому что вы тогда займете чуть больше долю рынка жилой площади в Украине, чем, значит, и будет двигаться к монополизму в этом случае. Скупите потом все квартиры, если вам дай волю и так далее. Ну так вы не будете этих делать сбережений. А если вы не будете делать сбережений, значит, не будете инвестировать в квартиры. И так все будут делать. То есть не будет строиться квартира, это значит, квартир будет мало, они будут дороже, как в смысле покупки, так в смысле аренды. И вы, если арендуете сегодня квартиру, вам просто придется платить несколько раз больше теперь за аренду квартиры, потому что вы попросили государство, чтобы оно там поборолось с лидерами рынка. Вот, если не углубляться в экономическую теорию научно-человеческой деятельности и коротко говорить о монополии, то можно сказать вот примерно такое. Но не забывать, что необходимо различать лидеров рынка и монополистов. Ну, кстати, лидеры рынка, они же стимулируют и не лидеров для того, чтобы стать лидерами. Например, вот у нас на глазах буквально вот поштоматы, да, сначала у Новой почты появились некоторое время назад, теперь они есть у Эпицентра, есть у МИСТ. Я думаю, Розетка начнет ставить свои поштоматы, и это будет такое повсеместное. Уже есть, по-моему, я уже видел. Кажется. Розетки, да, наверное. Поэтому, так Укрпошта подтянется, они свои поставят. И таким образом у нас будет целая куча конкурирующих почтоматов. Какие-то из них загнутся, какие-то останутся. Вот да, но это происходит потому, что эти компании все-таки пытаются потеснить, в том числе Новую почту, и самим занять большую долю рынка. А если теперь будет, значит, известно, что готовится законопроект, что нельзя занимать большую долю рынка, только там 2%. Так все эти компании ваши перечислены, у них не будет смысла этим заниматься, потому что, это потраченные деньги, их придется эти банкоматы обратно, вернее, почтоматы обратно снимать и так далее. Они скажут, мы подождем, Новые почты и так сократят эту долю рынка, вот, а нам ничего делать не надо. Именно я об этом и говорю, что не будет никакого развития, то есть не будет экономического роста, если хотите, повышения благосостояния, то есть мы не будем жить все там лучше, лучше и лучше. Как в том же Советском Союзе. То есть там не было, там было запрещено занимать вообще какую-то долю рынка, да, то есть ты не мог создать компанию, не мог там начинать ее развивать, расширять, отнимать у государства какую-то долю рынка. И к чему это привело? Это привело к тому, что товаров и услуг становилось все меньше, 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 и, значит, к началу 90-х годов все товары и услуги закончились, все. И, собственно, государству пришлось что-то с этим делать. Как уже к ним это, как к этому решению они пришли, это уже там задача историков, но другого выхода не было. То есть или продолжать такую же политику запрета, борьбы с лидерами рынка, даже потенциальными, и, собственно, все бы мы там умерли, и в том числе мы бы с вами сегодня тут не сидели. Или что-то делать, разрешили все-таки занимать какую-то небольшую, вот, кстати, тоже сначала разрешили небольшую долю рынка занимать. Я помню, первый указ, помню даже, как сидел, эту газету читал, когда разрешили кооперативы, я не помню там уже конкретных цифр, то есть если ты зарабатываешь, условно говоря, там до 100 рублей как оператор, тогда это были, это уже, наверное, там была инфляция. Допустим, если до 1000 рублей зарабатываешь, то, в принципе, там какой-то налог, там 1 или что-то такое, 2%. Если зарабатываешь там до 2000, там уже сразу там 15% с этих денег и так далее. То есть, если зарабатываешь 10 тысяч, там практически все отнимали. То есть, это как раз то ограничение, когда у тебя нет смысла расширяться, потому что для чего ты расширяешься? Чтобы больше зарабатывать. А раз нет смысла, то есть ты вложишь деньги с прицелом заработать там 10 тысяч рублей, а, у тебя государство там 990
там, 9900 рублей заберет, да, ну так зачем тебе это делать? Понятно, что все потом стали, ну, там, так как особо контроля не было, не был налажен еще там это все государственный контроль над этим, люди просто не обращали на это внимания, расширялись, там, в том числе и занимали определенные доли рынка. Поэтому, да, то есть лидеры рынка, ну, не то, что они, я бы не сказал, на самом деле, наверное, что они стимулируют, вот, они просто устанавливают ту планку, куда как можно быстрее нужно добраться. То есть каждый предприниматель и так сам себя стимулирует, он хочет зарабатывать больше, для этого нужно расширяться, но просто ему понятно, когда есть лидер впереди, сразу понятно, что вот по чуть-чуть улучшаться, там, совершенствоваться, но ничего не выйдет. Тут нужно какие-то серьезные меры предпринимать, серьезные деньги сберегать, инвестировать, значит, привлекать новые технологии или там запускать новые продукты, то есть что-то существенное, то есть существенный рывок надо сделать. Я бы сказал, тогда лидеры рынка, они ускоряют развитие, да, ну а стимулы у предпринимателя, они и без этого есть. Даже в Советском Союзе вот эти цеховики, это же те же предприниматели, уж какие, ну это огромный стимул у них, то есть это же там расстрел или там 25 лет тюрьмы за это дело, и тем не менее этим занимались, то есть какой стимул у них был, значит, заработать деньги, прибыль, обеспечить людей там необходимыми товарами, там куртками какими-то, там джинсами и так далее, кроссовками, которые они сами делали. То есть стимул всегда у предпринимателей есть. Просто у одних больше, у одних меньше. И чем, кстати, меньше государственное регулирование, в том числе там, по регулированию так называемых монополий, тем меньше вот этих издержек, привносимых дополнительно государством, и в результате издержки становятся меньше, и уже менее, скажем, мотивированные и менее амбициозные люди, им тоже становится выгодно заниматься предпринимательством, развиваться там и так далее. Я же вот этот пример раньше постоянно приводил, сейчас же не привожу. Когда-то давным-давно слышал разговор двух студентов, ну, так как у нас люди новые, я его повторю. Значит, собрались два студента, я слышал, давай что-то как-то без денег мы сидим, давай какой-то бизнес, значит, замутим, что-то начнем тут производить, продавать, ну, будем зарабатывать деньги наконец-то. Ну, значит, уже начинаются что-то, какие-то у них там, значит, предположения, проекты, что производить, что продавать, значит, где офис снимать, там, как это все организовать, какие сотрудники, где они первые деньги возьмут, чтобы привлечь, чтобы все это организовать. И вроде бы как вот уже сейчас бизнес появится, значит, и потом один другого спрашивает, подожди, а как мы будем решать вопрос налоговой инспекции тут? Ну, вообще, да, непонятно. Так что, нет, давай, пошли на пару, значит, нафиг этот весь бизнес, не будем ничего делать. Вот. А если бы не надо было решать вопросы с налоговой инспекцией, то есть не было бы вот этого там дополнительного препятствия, ну вот у нас бы появился бизнес. И так, ну это же я только двух человек слышал, да, это же, ну, постоянно эти разговоры по всей стране идут. И просто в результате, когда сильное государственное регулирование, нагрузка, налоги, значит, бюрократический аппарат, все это по рукам и по ногам связывается, в том числе начинающие предприниматели, просто они не начинают этим заниматься, и поэтому у нас меньше бизнеса. Вот почему, например, феномен ФОПов. То есть там причин много, но если вот раз уже я, значит, с этой точки зрения начал говорить, то все очень просто. Просто отчетности практически не было. Потому что когда начинать раньше было как бы полный функциональный бизнес, да, с полной финансовой и налоговой отчетностью, и статистической. Но это такая головная боль, это с этим сначала нужно было человеку разобраться, он просто боялся этого. И поэтому не начинали. А когда оказывается, что ничего не надо, просто в тетрадку запишешь, что ты продал и поскольку, причем даже не важно, что ты запишешь, потому что тебе нужно платить там фиксированную сумму в месяц небольшую, и все, то есть нет никаких вот этих дополнительных издержек, и огромное количество людей сразу стало этим заниматься. И отсюда такая вспышка, такой феномен и расцвет ФОПов произошел. Поэтому, когда вы, повторю, раз мы, возвращаясь к борьбе с лидерами рынка, вы просто начинаете привносить им дополнительные издержки, соответственно, они будут хуже работать, а это автоматически приведет к тому, что издержки и автоматически лягут на всех остальных, в том числе на начинающих, на мелких предпринимателей и так далее. И их тоже, они не будут появляться, будут закрываться, а те, кто будут работать неэффективно. В любом случае, любая борьба с компанией или с человеком, который работает в рынке, который обеспечивает людей товарами и услугами, она всегда приводит только к отрицательному результату. К положительному результату приводит свобода этих людей.
А так как все люди жадные, не только тут в вопросе было монополисты жадные, ну это же человек монополист, правильно, какой-то владелец компании или группа человек, ну каждый из них человек, и каждый жадный, да, хочет заработать деньги. Но это присуще каждому абсолютно человеку. Вы же когда устраиваетесь на работу, вы просите зарплату побольше, то есть когда вам скажут, хорошо, мы вас берем на работу, ну выберите, мы вам будем платить 50 тысяч гривен или там 30 тысяч гривен, выберите, что вы выберете. Вы же не выберете 30 тысяч, выберете 50. То есть вы тоже в этом смысле жадны. И это нормальная ситуация. Каждый человек хочет улучшить свою жизнь, свою ситуацию, причем как можно быстрее. И более высокий доход позволяет более быстрее улучшать свою жизнь. Поэтому все люди жадные. И на этом, значит, основана конкуренция. Каждый предприниматель хочет зарабатывать больше, быстрее, а для этого нужно быть лучше с точки зрения потребителей по сравнению с другими предпринимателями. И вот это начинается гонка качества, цен, услуг и так далее, новых товаров. И только так все работает. Как только государство сюда вмешивается, просто увеличиваются издержки. У части отпадает охота этим заниматься, часть просто ограничена, им не дают расти, раз нельзя занять больше доли рынка. Вот. А третьи просто неэффективно работают. Почему стараться, если, собственно, в этом нет никакого смысла? Да, я уже вижу наш заголовок на плашечке, где будет написано «Все люди жадные». Вот всем было понятно. Все люди жадные. Всё. Я тут, кстати, про кооперативы вспомнил историю, когда в 89 году такой был кооператив «Техника», по-моему, и там был руководитель Тарасов, первый советский миллионер, и его заместитель заплатил партийные взносы, там 90 тысяч рублей, и тогда это вызвало у людей шок. Вот именно член КПСС, зам директора, владельца кооператива, платит 90 тысяч рублей советскими рублями. То есть, смотри, взнос. да. Ну, я правда слышал, что сам Тарасов вроде Нет, бы, но... именно его заместитель. Вот. Я сейчас проверил, кстати. Тарасов на то и предприниматель, потому что он понимал, что такого делать нельзя, да? Хорошим это не закончится. Ну, смотрите, что получается. Советская власть, советская бюрократия всю жизнь, все эти 70 лет боролась, добиваясь роста производительности труда. И ничего не вышло. То есть и они, значит, отпустили, дали как свободу, значит, разрешили предпринимательство. У них даже в голову не приходило, даже когда это все уже начало работать, не приходило, что производительность труда может быть настолько высокая, причем без всей этой политической поддержки, пропаганды, там, вымпелов и переходящих знамен, а просто сумасшедшая сразу производительность труда, когда человек сам на себя работает. Просто... Я к чему веду? Почему производительность труда? Потому что, откуда такие большие деньги? Человек чего-то там очень много напродавал людям. Неважно, там купил, продал, привез. Значит, много, скажем, добра принес людям, они ему заплатили деньги, но для этого ему много чего-то нужно было делать. Соответственно, большой доход, а так как он был, значит, членом партии, по глупости решил заплатить, там, я не помню, сколько-то процентов от дохода надо платить, было членские взносы, заплатил. И только тогда, значит, партноменклатура поняла, нифига себе, оказывается, какая у нас производительность труда. Я там не помню продолжение истории, но я подозреваю, что, значит, их реакция заключилась в том, что нужно как-то ограничить доходы. А как ограничить? Значит, ограничить возможности роста производительности труда. Как они уже это там добивались, я не помню сейчас, но я уверен, что примерно так и было. Как говорит, например, Википедия, смысл уплаты таких парвзносов был в том, что с февраля должны были ввести ограничения. И для того, чтобы показать, что они получили зарплату именно в январе с доходов в январе, им нужно было документальное подтверждение. Тогда же не было налоговых накладных, не было этих отчетов в налоговую, поэтому один из них заплатил партвзнос, и у них появилась бумажка, что вот они именно в январе до того, как было принято новое постановление, то есть эти деньги, это Тарасов придумал схему для того, чтобы не платить государству денег после ограничений. То есть вот такой вот был хитрый ход, оказывается. Насколько я помню, по-моему, плохо для них, для их. Для кончилось для них все равно плохо, поэтому. Это, кстати, вот опять же тоже показатель. Люди почему-то считают, что государство заботится о благосостоянии людей, оно предназначено для этого. Смотрите, у человека выросло благосостояние. Что делало государство? Оно этим возмутилось и стало с этим бороться.
Вы думаете, что это советское государство, вот там, значит, они такие, ну, давайте возьмем наше государство. Вот попробуйте прийти, значит, и получить посылку там у перевозчика там за, там, не знаю, за 5000 гривен. Не помню сейчас, где там у них пород, по-моему, 5000 гривен. И что вы думаете? У вас поинтересуется, откуда у вас такие деньги? То есть, когда вы там 100 гривен или 200 там, или там 1000 платите за получение посылки, как бы вроде нормально. А вот 5000 скажет, а откуда у вас такие деньги? Ну, причем не новая почта спрашивает, это государство интересуется, там налоговая инспекция. Как вы такие деньги заработали? Не может человек такие деньги заработать. Мы сделали все, чтобы люди такие деньги не зарабатывали, что он мог что-то за 5000 купить. И все, если вы начнете опять же упорствовать, какое ваше дело, ну, купил за 5000 и купил, все закончится тем, значит, примерно как с рабством, только еще хуже. Потому что государство предназначено для того, чтобы люди жили хуже, а не лучше. А за счет этого, почему оно в этом заинтересовано? Потому что когда люди живут хуже, оно, то есть представители государства, прежде всего, топ-представители этого государства живут лучше. Вот когда, опять же, наши люди ругают этих всех там казнокрадов, взяточников, что у них там какие-то миллиардами они по карманам себе рассовывают. То государство для этого предназначено. То государство – это инструмент, чтобы брать из карманов населения и перекладывать все эти миллиарды в карманы конкретных людей. Но когда говоришь, ну, так может нам не надо тогда государство, политики, чиновники, давайте будет рыночная экономика. Нет, а как же так? Так нельзя. Ну, так тогда зачем вы критикуете это государство, если вы его хотите? То есть, повторяю, задача государства, то есть налогообложение, сбор налогов – это единственная функция государства, я всегда об этом говорю. То есть задача государства, для чего оно существует, брать с каждого там по 50% его дохода и всю эту сумму перекладывать в карманы, значит, буквально единицы из представителей государства. А чтобы эта система работала, нужно чуть-чуть делиться со всеми там более низкими чиновниками, еще людьми, которые там бюджетниками, которые на социальной помощи. Поэтому те довольны, эти богатеют, вот, а налогоплательщики вроде бы недовольны, но не видят основной причины, то есть почему у них собирают деньги, а другие богатеют. Потому что сами же поддерживают государственный инструмент. Да. Ну что, вернемся к вопросам, наверное. Тут сейчас все... Это мы про монополию все, да, говорили? Да, это ж мы все про монополию и сопутствующие эти вещи говорили. Но вот у нас есть стандартный набор вопросов. Если не будет государства, кто будет выплачивать пенсии? Кто будет лечить малоимущих? Не сможете ответить на этот вопрос. Если машину остановит бандит, приверженцы анархии, как будут жить люди без государства? Кто будет искать этих бандитов? А? И при либертарианстве отменят уголовный кодекс, и будете жить по праву сильного. Как это жить без государства по праву частной собственности? Кто помешает отнять у вас эту собственность без репрессивных структур? Сами будете банды содержать? Вот отвечайте теперь на все это. Тоже такой классический вопрос. Что там первый, какой аргумент был? Кто будет пенсии платить и лечить малоимущих? Ага. Вот смотрите, это такой стандартный вопрос в том смысле, что из него сразу видно, что человек не уверен в своей позиции. Ну, потому что если бы он уверен был в своей позиции, просто бы сказал, ну, смотрите, государственной пенсии никто не сможет платить без государства. Все, значит, без государственного общества невозможно. Ну, нет, он начал продолжать про больницы, значит, что там... Ну, то есть начал мы там сейчас к этому вернемся, перечислять еще много-много, боясь остановиться, потому что подозревал, что всего этого недостаточно аргументации, что нужно еще добавлять, потому что все-таки, наверное, можно без государства, поэтому пытаются всегда завалить сразу кучей якобы аргументов. Ну, давайте так, государственные пенсии вообще, да, кто будет платить пенсии. Здесь можно посмотреть тоже с разных точек зрения на эту проблематику. Ну, самый простой, можно, вот люди, которые... отрицает методологию, например, проксиологии, австрийской экономической школы, говорят, нужно смотреть, что происходит, делать из этого выводы. Давайте посмотрим, что происходит. Вот в странах, где нет государственных пенсий, а только частные пенсии, самые богатые пенсионеры. Страны, где только государственная пенсия, пенсионеры самые бедные. А страны, где есть и такая пенсия, там и смешанная, значит, они где-то посередине. Ну вот, пожалуйста, вам пример.
значит, что даже без какой-то научной аргументации просто посмотрим, что происходит в жизни, и поймем, что частная пенсия все-таки лучше. Следующий момент. Это уже не аргумент, а значит, повод задуматься. Давайте возьмем двух человек. Вот один человек только начинает свою трудовую деятельность, ему, допустим, 20 лет, а другому человеку, допустим, там 70 лет. Он всю жизнь работал, зарабатывал, там, создавал и так далее. Вот вопрос, кто из них, логически рассуждая, должен быть богаче? Ну, кто еще ничего не заработал и у которого нет денег? Или который 70, ну не 70, 50 лет вкалывал, значит, зарабатывал денег. Кто из них должен быть богаче? Ну, логика подсказывает, что тот, кто зарабатывал десятки лет, он очень богатым должен быть человеком, во всяком случае, по сравнению с этим молодым человеком, который еще, значит, и первую зарплату не получил. Ну, или там первые полгода получает какие-то свои, даже пусть год получает зарплату. То есть, логически рассуждая, вот этот человек в возрасте должен быть намного-намного богаче молодого. Вопрос, почему в реальной жизни мы наблюдаем противоположный результат? Почему у нас, значит, молодежь ездит там на Volkswagen, Мерседесах и BMW, вот, а людям в возрасте, которые всю жизнь проработали, нечего кушать, например. И там, ну, я уже не говорю, чтобы что-то покупать там себе из одежды. Почему? Как так получилось? Получилось очень просто, потому что у человека, который работает, всю жизнь государство, ну, во-первых, мешало работать, не давало работать. Вот то, что мы о чем только что говорили, мы говорили только в масштабе компании, но и в масштабах отдельного человека, даже как наемного работника, государство тоже мешает ему работать, ограничивает его и трудовым кодексом, значит, и там налогами на зарплату, и всем чем угодно. И кроме того, отнимает фактически и прямыми, и косвенными налогами половину его заработка, то и больше. То есть в результате человек в течение своей трудовой жизни не может толком сберегать, куда-то инвестировать, ему главное, ну, хватает как бы только на жизнь, и поэтому, когда заканчивается его, значит, трудовой возраст, скажем так, когда он не может физически же работать, у него нет никаких сбережений, он ничего не может сделать, то есть он должен за счет чего-то существовать. Это раз. А во-вторых, даже если он мог делать какие-то сбережения, но по факту все-таки даже при небольшой зарплате, ну что-то можно как бы сберегать, то тут у нас наступает следующий момент. Значит, два фактора или два инструмента, с помощью которых государство не позволяет ему и в этом случае этого делать. Во-первых, оно ему обещает, что не переживай, значит, когда уже не сможешь работать, я тебя буду содержать. Будешь получать пенсию ежемесячно, регулярно. Мы ее тут каждые полгода повышаем всем пенсионерам. Значит, когда ты будешь пенсионером, там вообще ого-го будет какая пенсия. Поэтому не переживай, значит, можешь тратить все, что сегодня есть. И поэтому психологически большинство людей, не знающие экономическую теорию, науку и человеческой деятельности, теорию государства, этому слепо верят, ну, точнее, даже не задумываются. Ну, у всех же, да, действительно, пенсию уже платят, там всем повышают, да, все нормально. Поэтому не склонны делать сбережения. Во-вторых, даже если человек этому не верит и хочет делать сбережения, то государство, проводя свою такую денежную, финансовую, монетарную политику, делает все, чтобы эти его сбережения обесценивались. То есть выглядит это примерно так. Если вы отложите, например, в 20 лет какую-то сумму в гривнах, на которую можете купить трехкомнатную квартиру, то через 50 лет, когда выйдете на пенсию и хотели бы их, в общем-то, эти свои сбережения тратить, вы на эти деньги не сможете купить 1 квадратного метра квартиры. То есть настолько будут обесценены деньги. То есть вся деятельность государства направлена на то, чтобы человек, который живет в экономике, где предполагается государственная пенсия и вообще государственное регулирование, в преклонном возрасте был нищим, голым и босым. Ну, вы скажете, ну, есть же у нас такие, в общем-то, взрослые люди, которые, в общем-то, неплохо себя чувствуют на пенсии. Да, но посмотрите, кто эти люди. Это те люди, которые этому всему не верили и с этим совсем боролись. Это, во-первых, сами политики и чиновники. То есть они уже точно не рассчитывают на государственную пенсию, а заботятся о своей частной пенсии. Они сами себя обеспечивают.
И это предприниматели, которые тоже не верят в эту государственную пенсию и сами себя, несмотря на то, что государство им в этом мешает, из всех сил пытаются обеспечить свою там, преклонную старость. Каким образом они это уже делают, учитывая, значит, обесценивание гривны, это уже отдельный вопрос. Но мы видим, что даже в этой ситуации лучше всего живут в преклонном возрасте те, кто сами о себе беспокоится, то есть кто сами себе частную пенсию обеспечивают. Это политики, чиновники и это предприниматели. А люди, в основном это наемные работники, которые верят государству, что не будет пенсии, об этом абсолютно не заботятся. Хотя и огромное количество наемных работников, я знаю, которые тоже о себе беспокоятся. Да, у них может быть доход не такой большой, как у успешных предпринимателей, но для того, чтобы обеспечить себе пенсию хорошую, нет необходимости в большом доходе. Дело в том, смотрите, когда предприниматель заботится о своей пенсии, допустим, он сейчас тратит там $20 тысяч в месяц. Но он работает так, чтобы у него и на пенсии, в принципе, был такой же уровень жизни. Поэтому, да, ему нужно больше сберегать, больше заботиться об этом. Но если наемный работник, он сегодня зарабатывает, допустим, там $1500, так у него задача обеспечить себе, задача минимум обеспечить, чтобы и на пенсии он жил с таким же доходом. И поэтому, значит, предпринимателю с доходом, с тратами $20 тысяч, там, соответствующим доходом есть, значит, что сберегать, чтобы в результате потом много накопить и аж $20 тысяч в месяц тратить потом. А у человека, который $1500 заработает, значит, есть этот самый доход, чтобы обеспечить себе такие сбережения, которые обеспечат ему тоже $1500 в месяц на его так называемой пенсии. Поэтому, то есть если все будут вести себя так и заботиться о своем преклонном возрасте, то все будут богаче. Богаче в смысле по сравнению с тем, если они будут, значит, надеяться на государственную пенсию. А потом сама, значит, фраза «частная пенсия» необходимо, тоже люди путают. Вот это как примерно с частных полиций, да, думают, что будет частное, значит, отделение районной полиции, а это не так. Так и с частной пенсией предполагают, что, значит, будет какая-то, значит, частная контора, которая будет выплачивать там государственные пенсии. Или даже более продвинутые понимают, что будет несколько таких или много таких частных контор, которые будут там выплачивать, значит, частные пенсии. Ну, отчасти это так, но на самом деле смысл частной пенсии вообще такой базисный заключается в том, что каждый человек сам себе обеспечивает пенсию, сам заботится о своей будущей пенсии. Как он это делает? Ну, это тоже, собственно, мастерство. Вот когда человек хочет, там, желает зарабатывать много или иметь там какой-то успех в какой-то профессии, но он же об этом заботится, беспокоится. Куда пойти учиться, где стажироваться, практиковаться, значит, где работать, как работать, значит, ну и так далее. То есть он ориентируется. То же самое с пенсией. То есть человек хочет обеспечить себе вот такой-то уровень пенсии, в чем он там его определит. В долларах, в евро, в гривнах, в биткоинах. Это опять же уже, ну, его личная проблема и задача. Но он должен сам как-то спланировать. И когда мы говорим о частной пенсии, поэтому здесь масса вариантов. Ну, самый простой вариант – это вы часть своего дохода просто сберегаете в каких-то деньгах, которые не теряют свою ценность. Ну, опять же, это все решение каждого конкретного человека, но один из примеров, например, там, откладываете в форме биткоина, да, покупаете там, ну, зарабатываете 1500 гривен, ну, каждый месяц на 500 гривен покупаете себе биткоинов. И, в общем-то, и через 50 лет потом на эти деньги, например, живете. Ну, или еще каким-то образом. То есть просто откладывайте, сберегаете для того, чтобы эти деньги остались и их потом тратить. Потому что, ну, когда вы работаете 50 лет, вот, и по $500 откладываете в месяц, то потом вам нужно, значит, прожить, там, сколько там, 15 или 20 лет, ну, как раз получится, ну, даже больше получится, ну, не 500, получится там 1000 или $1500. Это первый вариант, просто сберегать. Ну, естественно, не в тех деньгах, которые теряют ценность, уже понятно, что не в гривне или еще в чем-то подобном. Следующий вариант, значит, покупаете там какие-то активы, которые могут вырасти в цене. Ну, некоторые, например, предпочитают там недвижимость. Ну, значит, я там не очень верю в такие инвестиции, но тем не менее для кого-то это работает, кто-то в это верит, пожалуйста. Ну, как минимум, даже если эта недвижимость
не вырастет, останется такой же, ну, как минимум, у вас не повлияет инфляция, значит, национальной валюты на ваши сбережения. Если даже недвижимость упадет в цене, не дай бог, то все равно она упадет в сравнении с национальной валютой, ну, не так сильно, то есть фактически у вас останутся те же деньги. Иными словами, национальная валюта обесценится у вас там в 1000 раз, да, а ваша недвижимость, например, всего в 2 раза. Все равно получается, что вы выиграете по сравнению с тем, если просто будете сберегать в валюте. Можете вкладывать в какие-то активы, которые там приносят доход, не знаю, там акции, там, облигации компании, еще что-то, диверсифицируете. Но это уже более сложный процесс. Значит, строите свой бизнес, открываете там, и так далее. И так далее. Ну, масса разных возможностей. Ну и самая уже последняя, возможно, даже возможность, которая, наоборот, прежде всего о ней думают, это частные пенсионные фонды, то есть какие-то финансовые компании, в которые вы, значит, перечисляете деньги, они вам потом с процентами будут на пенсии перечислять. Ну, тут вопрос, опять же, обанкротится компания, не обанкротится. Именно поэтому я ее назвал и в последнюю очередь. И в этом смысле очень важно, вот, когда мы говорим о частной пенсии, первый инструмент – это просто сбережение, это вообще самое главное. Потому что, опять же, недвижимость, как я уже сказал, может обесцениться, значит, ну, как минимум упасть в цене. Значит, компания может обанкротиться, если вы акции купили, там фонд, там тоже что-то может случиться. Да, можно диверсифицировать, но это дополнительная работа, да, вы уже кроме там своей основной работы, где вы там зарабатываете, должны еще тут как, значит, финансовый инвестор как-то в этом разбираться там и так далее. Но опять же, если вы хотите себе пенсию, то кто должен за вас за это делать? Естественно, вы в этом заинтересованы. Но повторю, самый первый инструмент и самый главный инструмент – это просто сбережение. То есть здесь никаких рисков нет. Да, в этом смысле ваши, значит, сбережения не будут расти, но как минимум, если вы будете их сберегать в неинфлируемых деньгах, они как минимум не будут падать. Ну, а на самом деле, если деньги действительно не подвержены инфляции, в которых вы сберегаете, они не могут не расти, их ценность все равно будет расти, покупательная способность расти. Поэтому даже если вы просто сберегаете, только не следуя советам государства, а именно инвестируете в настоящие деньги, сберегаете настоящие деньги, то все равно ваш результат сбережения будет приумножаться. И в результате, да, если вы откладываете с 1500, значит, зарплаты долларов, там 500 или 300 или 200, в результате, ну, если вы начинаете это с самого раннего возраста трудовой деятельности, то ваша пенсия в результате окажется больше, чем ваш заработок, когда вы работали. Вот. Ну, а потом, если у вас есть уже такая подушка, такие сбережения, которые вам что-то точно обеспечат, если у вас все рухнет, и вы, значит, ничего не получилось, ни инвестиции, там, дом сгорел, в который вы инвестировали, ну, то есть вообще все не получилось, у вас есть вот эта гарантированная подушка сбережений, которая все равно обеспечит вам очень даже хорошую пенсию. Ну, а если у вас получилось там с инвестициями и прочими финансовыми инструментами, то тем более приумножится. То вот это называется частной пенсией, а не то, что вам кто-то будет платить частную пенсию. То есть частная пенсия, повторю, это идея о том, что вы и вообще человек, любой человек сам себе обеспечивает пенсию, сам о ней беспокоится. Тут, конечно, масса вопросов может быть, но человек там нетрудоспособный, ну, родился таким, или там беда случилась, там, и что делать и так далее. Ну, по поводу случилась беда, для этого есть тоже рыночные инструменты страхования и прочее. Ну, а самая главная страховка здесь – это семья. То есть, ну, если, значит, есть нетрудоспособный человек, вот, кто его должен обеспечивать и хочет обеспечивать, желает обеспечивать с точки зрения там эмпатии, там, морали, этики, человеколюбия и так далее. Но прежде всего его семья и родственники, ближний круг, то есть сама семья, ближний круг родственников, дальний, средний круг родственников. Это раз. Плюс те же самые благотворители, спонсоры. То есть вот вы здоровый человек, но вы переживаете, что вы нетрудоспособный, а как же он будет на пенсии? Ну, это ваше переживание, вас это беспокоит. Избавьтесь от этого переживания, обеспечьте этого человека пенсией, перечисляйте ему какие-то деньги. Если вы не можете много перечислять, а ему этого будет недостаточно, ну, вы же не один такой из 40 миллионов, которые переживают, а как же будут нетрудоспособные. Найдите единомышленников, помогайте этому человеку вместе, то есть скидывайтесь по $10, 100 человек, 100 единомышленников, вот у него уже
$1000 пенсия, хотя заработок был $50, да, всю жизнь. Вот, пожалуйста. Плюс, если вы уже совсем хотите большому количеству помогать, создайте свой благотворительный фонд, значит, собирайте у него деньги, это тоже мастерство, это тоже предпринимательство. Выберите людей нетрудоспособных, которым вы считаете необходимо обязательно помогать, и помогайте, и все, вопрос решен. В рамках государственного регулирования, если вы недееспособный и не можете работать, все, то есть это только ваша проблема. Даже ваша семья вам не поможет, потому что у семьи отнимает деньги государства через налоги, запрещает зарабатывать, запрещает, значит, увеличивать долю их там небольшой компании, чтобы они больше зарабатывали, могли содержать своего нетрудоспособного родственника. Государство всему этому мешает. Вы захотите создать сейчас благотворительный фонд, чтобы помогать таким людям, вам это государство не даст делать. Значит, оштрафует, посадит, арестует, как я уже сказал, значит, в пределе, если будете упираться, значит, тоже лишить жизни. То есть государство вам это мешает делать. Причем масса таких примеров, я уже за ними просто не слежу. Раньше, когда лекции, там, в лекции включал, значит, эти примеры, следил. Ну, например, вот что я сейчас помнил, около ЖД вокзала в Киеве какая-то компания, благотворители организовали, каждый день приезжал, значит, микроавтобус кормить там бездомных, которые в районе вокзала, там на вокзале там живут и вообще там находятся. Ну вот отлично, то есть люди видели в этом проблему, они ее решили. Что сделало государство? Значит, запретило им это делать. Вот и все. И в результате при государственной помощи бездомные оказываются без помощи. А кто им, кстати, помогает, этим бездомным? Вот видите бомжей там в переходе. Как они живут? Государство им не платит никакой ни пенсии, ничего. Как они живут? Они получают помощь от частных лиц, то есть люди, которые проходят, там дают им деньги, там еду, еще что-то и так далее. Значит, предприятия питания, там какие-то кафе тоже там делятся там с ними едой и так далее. Все частным образом решается. То есть вот когда люди говорят, что государство предназначено там, для пенсии, для помощи, еще для чего-то, ну, например, социальная помощь. Зачем, вы спросите, зачем государство, ты собираешь налоги? Ну как, есть же вот люди, которым нужно помогать. Поэтому я с тех, кто могут работать, себя обеспечить, собираю деньги и помогаю тем, кто этого не может делать, у кого жизнь не сложилась. У меня всегда вопрос, почему у нас бомжи и бездомные в переходах? Без одежды, без еды, сами себя обеспечивают с помощью прохожих. То есть, ну, если уже государство собирает деньги для того, чтобы помочь людям, которые оказались в какой-то жизненной проблеме, то вот эти люди, и мы видим, что государство им не помогает. Но мы видим, что государство помогает разные помощи, выплаты там, тем же там, депутатам, там, компаниям олигархов там, и так далее, и так далее. То есть, когда я говорю, что государство – это инструмент, и цель его, чтобы собирать со всех деньги и обеспечивать некоторых, мы видим, это происходит. Но люди говорят, нет, это не так, но почему-то их, значит, схема не работает. Государство собирает деньги для того, чтобы помочь обездоленным, но обездоленные оказываются обездоленными, то есть вообще без копейки со стороны государства. Поэтому, если говорить о частных пенсиях, кто их будет обеспечивать, каждый сам будет себя обеспечивать. И в рыночных условиях для этого намного больше условий, чем в условиях государства. То есть пенсии будут намного выше. И опять я об этом раньше постоянно говорил, раз у нас новые слушатели, такой пример приведу. Когда-то смотрю ролик, еще когда не было с Россией этой проблемы, войны, значит, российский мигрант уехал в Америку, и, значит, у него там блог, видеоблог, и, ну, смысл блога, что он, значит, примерно как Задорнов, да, по-моему, был вот это в России, там, вот какие американцы тупые, вообще как у них там все плохо в этой их Америке, куда я приехал. Вот, и, значит, его ролик посвящен как раз вот пенсиям. Говорит, вот сегодня я вам расскажу о пенсиях, как, значит, бедствуют, значит, американские пенсионеры, значит, как все плохо там и так далее. Вот. Ну и начинаю говорить, ну, для начала я должен, конечно, сказать, что люди пожилого возраста в Америке – это самые состоятельные, самые богатые люди. Вот. И дальше там начинаю что-то рассказывать. Дальше же можно ничего было не рассказывать. А почему? То есть потом оказывается, почему они богатые и в достатке, потому что частные пенсии. Да, есть там государственная пенсия, но она какой-то минимум. И, в принципе, когда мы говорим о людях там преклонного возраста, которые состоятельны, они состоятельны, потому что пользовались частными инструментами, сами о себе беспокоились, то есть обеспечивали себе частную пенсию.
Поэтому я с этого начал. Посмотрите страны, где только частная пенсия, увидите, что там самые богатые пенсионеры. Ну, по сравнению с теми пенсионерами, которые живут только на государственных пенсиях в других странах. Вот и ответ. То есть, кто будет выплачивать государственную пенсию, без государства никто не будет, и это хорошо. Все сами себе будут выплачивать частные свои пенсии. Я не знаю, там дальше по списку мы успеем? Да, по списку давайте мы в следующий раз, потому что список длинный и привычный, поэтому мы, наверное, в следующий раз. Просто у нас в чате есть еще вопросы по поводу монополии. Уже ж начали, тогда мы вернемся опять. Раз уже в чате задали в режиме прямого эфира, то чат у нас первоочередной. Ну вот, например, есть вопрос. Сейчас, секунду. Скажите, пожалуйста, а как быть со случаями так называемой недобросовестной конкуренции, демпинга, когда сначала выживают и выдавливают и разоряют конкурентов, а потом уже на рынок выходить сложнее, и так вот лидер рынка становится лидером рынка? Ну, прежде всего нужно сказать, это, конечно, не аргумент, но тем не менее сказать нужно, что это сказка. То есть нету таких случаев, когда таким образом это происходит. Вот просто возьмите, откройте кафе, там же вокруг тоже какие-то кафе, и демпингуйте. Бесплатно раздавайте кофе, там, не знаю, или там за 1 гривну. Вот, и попробуйте выжить таким образом остальных конкурентов. У вас это не получится. Вы просто сами загнетесь и все. Так может делать государственное предприятие. Оно будет собирать налоги, значит, финансировать это кафе будет бесплатно все продавать, и тогда действительно конкурировать с таким будет сложно. Если же мы говорим о частной конкуренции, то у частного лица всегда ограниченные ресурсы. То есть именно поэтому они так себя не могут вести. Вот даже, ну ладно, не буду там приводить пример, он сложный, но тем не менее, в общем, не бывает таких случаев, что таким демпингом что-то, значит, вытесняется конкуренция. Хотя на самом деле попытки такие, да, или там желание такое иногда возникает у компании, но, как правило, оно заканчивается тем, что они просто какое-то время обеспечивают своих потребителей по более низким ценам. И потом, собственно, это все заканчивается. Либо ситуация бывает такая, что кто-то начинает таким образом демпинговать, ну, если это можно назвать демпингом, то снижает цены, чтобы как бы увеличить свой оборот. Вот. А конкуренты, не желая терять долю рынка, просто улучшают технологию своего производства, обслуживания. И это им тоже позволяет снизить цены до такого же уровня. Поэтому первого предпринимателя в этом смысле ничего не получается. Наоборот, теперь он вылетит с рынка. Почему? Потому что остальные свои технологии улучшили, издержки изменили, а он-то ничего не менял, он просто цены снизил. Деньги у него на финансирование, значит, этой раздачи шуб с барского плеча заканчиваются, ему нужно, конкуренты остались, ему нужно возвращаться к прибыльности, а он не может, потому что теперь для того, чтобы значит, вернуться к прибыльности, ему нужно поднять цены до прежнего своего уровня, но этот прежний уровень уже ниже тех цен, по которым торгуют все конкуренты. Поэтому, если короткий ответ, то такие ситуации невозможны, и попробуйте просто это сделать. Я могу, тут еще такой похожий бывает аргумент, смотрите, а вот лидер рынка начнет скупать там мелких игроков, чтобы стать, значит, совсем монополистом. Ну, я вам скажу, как будут поступать эти мелкие игроки, и такое в истории было в США, например, когда крупные компании нефтяные пытались таким образом завоевать долю рынка. Очень все просто. Вот вы организовали себе заправочку такую на 2 колоночки, значит, приходит к вам такой, значит, лидер рынка, говорит, давай я тебя куплю. Ну, понятно, когда вы продаете хороший бизнес, вы его продадите только тогда, когда задорого. Поэтому назначаете ему цену какую-то заоблачную, и все нормально. А у него же уже там план, значит, захватить рынок, поэтому у него нет безвыходной ситуации, он платит вам какие-то сумасшедшие деньги за вашу колонку, вы говорите, хорошо, отъезжаете на 100 метров, и за эти деньги строите еще 4 таких заправки. Ему опять, ну и так все поступают, то есть он покупает бизнесы, эти бизнесы получают много денег, открывают такие же бизнесы рядом.
И это бесконечный процесс. В этом смысле просто этот лидер рынка, который пожелает таким образом захватить весь рынок, он поймет, что у него никогда не будет ресурсов, чтобы скупить весь рынок. Ну, чтобы совсем было понятно, вот я, кстати, сейчас вот не знаю, раньше история такая была распространенная, какие-то женщины там пирожки, допустим, продавали, там пекли там на улице. Я не знаю, кстати, сейчас продают или нет, но вот я бы предложил в этом случае, подойдите к женщине, давайте я куплю ваш бизнес, вот он там $5000, значит, больше здесь не продавайте пирожки, я буду продавать. Сможете вы купить всех женщин за 5000, значит, которые продают по всему Киеву? Ну, пока вы будете продавать, эта женщина, значит, за углом, значит, опять будет печь пирожки, и на эти ваши 5000 печь новые и опять продавать. То есть это бесконечный процесс, невозможно скупить. Точно так же, как невозможно с помощью демпинга кого-то выжить. Причем, ну, это если как бы местный, да, бизнес, отечественный. А есть еще такой вариант, когда какая-то зарубежная компания таким образом поступит. То есть придет на наш рынок, у нее много денег, значит, она вот начнет демпинговать, значит, все бизнесы соответствующие закроются, и она потом поднимет цены. Да, это возможно, но только если есть государственное регулирование, если наше государство предоставит такую монополию этой компании. Потому что если этого нет, да, бизнесы теоретически могут закрыться или временно прекратить, значит, свою работу, если они не могут по таким ценам продавать. Но дело в том, что когда компания это пожелает поднять цены, даже если, как здесь сказано, эти бизнесы не смогут там быстро восстановиться, снова запуститься и, значит, продавать продукцию, в мире огромное количество таких компаний. Огромное количество компаний таких. Ну, например, что у нас там такое из простого можно представить, импортировать? Ну, не знаю, там какие-нибудь там тетрадки ученические, допустим, да, вот пришла компания зарубежная, значит, цены там минимальные, наши производители тетрадей, значит, все пока приостановились, возможно, даже совсем распродают оборудование, а потом эта компания раз и подняла цены на тетради. Но в мире, не знаю, там миллионы компаний, которые тут же придут на этот рынок и начнут продавать. Ну, в смысле цены. То есть они готовы, у них есть производство, они начнут продавать. И у этой компании не получится захватить рынок. В этот момент, так как цены стали нормальные, опять запустятся наши компании, если им это интересно, если они не нашли более интересный для них какой-то сегмент рынка, где они еще больше зарабатывают. То есть необходимо всегда говорить, что кто-то кого-то выжимает, то эта вся игра и вообще разговоры возможны только тогда, когда государство, значит, оградило все это таможенными границами и дает только всем играться в этой песочнице. Кому-то дает, кому-то не дает, и там что-то такое может происходить. Если нет такого государственного регулирования, нужно рассматривать, что нашим потребителям продают не только наши производители товаров и услуг, но и весь мир. А нет в мире ни одной компании, которая сможет все компании в мире соответствующее направление, например, выкупить. И поэтому, как только если у нас нет закрытых границ, в смысле экономически закрытых границ, то никакого такого демпинга для, значит, захвата всего там сегмента соответствующего рынка в принципе невозможно, но не может быть. То есть быть-то он может теоретически, но он не приведет никаким последствиям положительным для такого игрока, а это значит, он так не будет поступать. Опять же, он подумает о том, не поступить ли мы не таким образом, только тогда, когда у него будет возможность предварительно зайти в кабинет министров или в администрацию президента и сказать там своим хорошим знакомым, вот есть такая, значит, задумка, вот, мы тут, значит, низкие цены, значит, все вас похвалят, смотрите, какой у нас дешевые тетрадки для учеников теперь и так далее, у вас политический там рейтинг вырастет, а мы потом, значит, когда тут не будет конкурентов, мы все это поднимем, но только вы тогда никого не пускайте других ни из Турции, ни из Польши, там, ни из Китая, чтобы никаких тетрадок не было, установите там пошлину на них там 2000%, вот, и такая идея, хорошая идея, если там в администрации или в кабинете скажут, да, отличная идея, давайте запускать, да, тогда у них может это получиться. Если такого нет, если у нас рыночная экономика и государство в этот процесс не вмешивается, никто не сможет с помощью демпинга, значит, захватить какую-то долю рынка. Временно, да, но в результате это приведет либо просто к временным потерям этой компании, не даст никакого результата, либо вообще к краху этой компании, если она вложит в этот демпинг свои там основные ресурсы.
Ну и вопрос, может ли лидер рынка использовать государство, чтобы удержать лидерство и захватить свою сферу рынка и стать монополией. И тут, естественно, если есть желание. Если мы говорили о бензине и газе, то да, государство, ну как у нас происходила борьба с газовыми заправками. Да, у нас же было вначале, когда газ появился, газобаллонное оборудование, было огромное количество маленьких пиратских заправок, которые торговали газом. То есть стоял баллон большой, к нему все подъезжали, машины заправлялись, все было очень дешево, там копейки стоило, и ГБО тогда у нас все ставили себе ГБО на машины, даже не думая о том, что будет потом с двигателем, потому что это было действительно выгодно. А потом государство приняло закон, что все, нельзя. Вот эти все, назвали их пиратскими заправки, поехали машины, у всех все позабирали, а газ стали продавать только на официальных заправках. А теперь еще ввели повышенные акцизы, и теперь большая разница между газом и бензином, в принципе. Ну, есть, конечно, но не настолько большая. Ну и опять же, только крупные сети теперь продают этот газ, пожалуйста. С помощью государства это делается запросто. Ну, а мой вопрос на этот, мой ответ на этот вопрос тоже да, возможно, но тут даже, причем здесь лидер рынка, то есть так может поступить любая компания, тут не надо быть лидером рынка. Да, но тогда он станет действительно монополистом, и это подтверждает тот факт, что монополию может создать или даровать только государство. А сделать это может не обязательно лидер рынка. И у нас масса примеров. То есть часто же появляется, значит, в медиа информация, что везде выигрывает тендеры, значит, и вообще лидер рынка – компания, которая вчера зарегистрирована. То есть вообще ничего нет. То есть там даже о лидере рынка не шла речь. Но вот, значит, в принципе, он даже мог стать монополистом еще до того, как зарегистрировал компанию. Скорее всего, так и было. То есть, опять же, зашли в Кабмин, зашли в администрацию президента там, или еще куда-то, значит, в нужный офис, значит, говорят, вот есть такая тема, да, отлично, ну что, тогда регистрирую компанию, да, вот зарегистрировали компанию, никакой не лидер рынка, но уже монополист. Поэтому речь здесь не лидер рынка там или еще кто-то, а все-таки лидера рынка и монополиста сравнивать невозможно. Это разные вещи. Монополистом может стать кто угодно и не лидер рынка. Вот. А лидер рынка никогда монополистом не бывает в этом смысле, потому что лидер рынка – это тот, кого предпочитают потребители. Ну, большая часть потребителей, тот и становится лидером рынка. Как только они разлюбят эту компанию, то сразу он тот же день перестает лидером рынка быть. Ну вот представьте, что, ну давайте уже новую почту, тут я уже как бы до дыр затер, да, вот, ну розетка, не знаю, лидера на рынке, ну давайте не розетку, а вот Prom.ua, да, площадку, вроде бы тоже такой существенную долю рынка занимает, вот, кто-то его может критиковать, ну вот представьте, что с завтрашнего дня никто там через эту площадку не покупает, ни один потребитель. Все, то есть в одночасье лидера рынка не стало. А вот если монополист, то так не работает. То есть если монополию дали, то вы уже никуда не денетесь, вы не можете. То есть если бы Prom.ua была, значит, монопольной площадкой, которой государство предоставило такую привилегию, то есть вы не можете ни на Алиэкспресс покупать, ни на розетке, там, ну нигде, вот только прийти и на Prom.ua, то вы тут даже так повести себя не можете, что нет, я не буду здесь покупать, буду покупать в другом месте. Негде больше покупать. Поэтому монополист, он монополист, а лидер рынка – это абсолютно разные вещи. Но лидер рынка – это тот, кто наилучшим образом нас обеспечивает, а монополист – это который обеспечивает себя за счет того, что нам не разрешено обеспечить себя так, как мы хотим. Лидер рынка – это тот, которого любит потребитель, а монополист – это тот, кого любит государственный чиновник. Как балерину. Ну, у нас же масса есть расследований о том, как выигрывают тендеры компании, во главе которых стоят там балерины, стриптизерши, секретарши. И понятно. Хотя на самом деле понятно, что совсем не они руководят этими компаниями. Ну ладно, это дело другое. Про коррупцию мы сегодня говорить не будем, потому что коррупция – это там, где государство, там коррупция. По-другому не бывает. Ну, так уже сложилось. Но мы об этом говорили в начале, поэтому возвращаться не будем. Хотите, чтобы не было монополии, хотите, чтобы не было коррупции, рецепт один и тот же. Нужно, чтобы не было государства.
Ну, давайте что оптимистичное нас просят сказать. Вот нынче я замечаю много пессимизма у людей, особенно у тех, кто глубоко втягивается в так называемые теории заговора. Какой бы совет вы дали, что либертарианское общество реально и что мы к нему действительно идем? Ну, тут и совета давать не надо, потому что мы живем в либертарианском обществе. Вот сейчас мы здесь находимся на этой платформе, мы с Дмитрием что-то рассказываем, вы что-то слушаете. Это и есть либертарианское общество. То есть силой нас сюда никто никого не загонял, ни к чему не принуждал. Никто здесь, значит, насильно не находится, никто не страдает, наоборот, все удовлетворяют свои потребности. У каждого не свои, но тем не менее, все мы здесь находимся, каждый из нас по той причине, потому что предпочитали находиться именно здесь в этот момент, а не заниматься чем-то другим. Это и есть либертарианское общество. Когда вы живете, не знаю, там в доме, то когда вы общаетесь с соседями, вы в рамках либертарианства общаетесь, здороваетесь, улыбаетесь, где-то там друг другу помогаете, там, даже если в многоквартирном доме, значит, заходите в лифт, спускаться вниз, там сосед какой-то едет с другого этажа, вы его даже не знаете, поздоровались, улыбнулись, пожелали хорошего там дня и настроения. Это и есть либертарианское общество. То есть там, где государство не вмешивается, либертарианское общество уже есть. Более того, существует только либертарианское общество, больше никакого. Все, что мы наблюдаем либертарианское общество, в которое времени от времени, где-то чаще, где-то там реже вмешивается государство своим вмешательством. Кого-то к чему-то принуждает, кого-то, значит, что-то делать запрещает, то есть запрещает нам действовать в рамках либертарианского общества. Вот и все. Поэтому, если говорить о движении к либертарианскому обществу, то нужно говорить не о движении либертарианскому обществу, потому что мы уже в нем находимся, а если вы хотите... То есть речь на самом деле тут идет о том, чтобы сделать так, чтобы вмешательство в это либертарианское общество насильственного со стороны государства, потому что больше никто в этом смысле не вмешивается, было меньше. Вот и все. Поэтому говорим не о движении к либертарианскому обществу, а к уменьшению вмешательства государства в нашу жизнь. И чем его будет меньше, тем нам будет лучше. Ну и Поэтому оптимизм заключается в том, что мы уже здесь, мы уже живем. посоветуйте, что почитать на тему монополий, спрашивают у нас. И параллельно я вспомнил, у нас есть вопрос, который очень часто, вот, практически под каждой нарезкой. Когда выйдет украинскую мову «Человеческая деятельность Мизеса»? Обещали в конце прошлого года, и до сих пор ее нет. Но это уже как бы Ну, второе. очевидно, в этом году точно выйдет. Ну, просто поймите, что труд – это такой, ну, очень важный, и после перевода приходится его очень тщательно с научной точки просматривать, редактировать. Занимается этим Владимир Золотарев, поэтому, ну, надеюсь, что, да, действительно, мы обещали, что к концу прошлого года выйдет, поэтому очевидно, что в этом году уже точно выйдет. И, кстати, выйдет в том числе и книга Ротбарда «Человек, экономика и государство». Это, ну, две такие, собственно, базовые книги, которые всем необходимо прочитать, и мы к ним поэтому наиболее ответственно или по максимуму ответственно относимся, поэтому выходят они не так быстро. Что касается по книге по монополии, сейчас я буквально 15 секунд. У меня просто выскочило сейчас из головы название книги. Автор, как ни странно, Рокфеллер, но это не тот Рокфеллер, а это человек, который много-много лет проработал в антитрастовом комьюнити, в этом, значит, юристом в Америке, и написал в результате книгу, которая называется, как же она... Ну, наберите Рокфеллер, что-то там про монополии, в общем. Или мы в ссылке дадим, я вспомню, и Дмитрий в ссылке под видео разместит, где он, собственно, показывает, что борьба с монополиями – это миф, это просто еще один способ заработка вокруг государства на предпринимателях. И он там, кстати, много интересного пишет. Например, есть два закона, с которого, собственно, пошла вся эта антитрастовая кампания в США.
которая регулирует якобы борьбу и монополии, борьбу с монополией. Ну вот я сам до прочтения этой книги как-то об этом не задумывался. Там нет объяснения, что такое монополия. Ну, компания, которая может, значит, получить рыночную власть, но нет определения, что такое рыночная власть, ну и так далее, и так далее. То есть с чем борется, непонятно. Ну и просто показывают реальные примеры из практики, в чем, собственно, эта борьба заключается. Просто выдавливание дополнительных денег, средств, ресурсов с рынка, с рыночных компаний, больше ничем. Потому что, как я уже сказал, не существует монополии без того, чтобы их создавало государство или самого этого государства. Поэтому вот мне кажется, если начинать изучать эту тему ну, серьезно, то начинать нужно с этой книги. Но проблема заключается в том, что, возможно, это единственная книга, которая вот так в комплексе это все описывает. А остальные, там и Ротберт об этом отчасти писал, и Мизес, и Хоппе, по-моему, и тот же Волтер Блок, но они как бы отчасти или в отдельных главах, или просто упоминали где-то, когда рассказывали о формировании цен. Кстати, вот в том числе и... Скачал опять да, Карл Менгер об этом тоже там посвятил, там чуть ли, там, по-моему, 2 даже главы своей, что такое монополия, монопольные цены, и почему вот в том числе монополия не может установить любую цену там и так далее, и так далее. То есть везде это отрывочным образом, ну вот так, чтобы прежде всего понять, что монополии не существует, и что борьба с монополиями государством это миф. Это вот такая замечательная книга Рокфеллера, что-то сказка про монополии или что-то такое. Мы выложим вплоть до ссылочки, наверное, в этом самом под видео. Я потом Дмитрию скажу, что за книжка. Если Дмитрий не нашел, там он сказал, что... Нет, пока не нашел. Ну, в общем, так и сделаем. Выложим под видео в ссылке тут ссылочкой. Она, кстати, не очень толстая, поэтому ее будет просто прочитать. Да, так что выложим ссылочку, название вспомним. Ну, сейчас после эфира, если я найду, то я выложу. На этом будем мы сегодня прощаться. Всем спасибо, кто нас смотрел. Спасибо большое, Михаил. 1,5 часа незаметно прошло. Вопросы остались, потому что... Хотя мы на них и отвечаем по кругу каждый год. Даже не год, каждый наш новый сезон, а них у нас обычно 2, зимний и осенний, и мы каждый раз начинаем с одного и того же, отвечать на те же вопросы. Ну а что делать? Это уже просвещение, так как приходит новая группа, да, в институт, и начинаем сначала. Ну да, да. Лекция кстати, номер 0. Начинаем с обсуждения определений. Ну что, спасибо большое, Михаил, спасибо всех, кто с нами был. Тех, кто не подписался, подписывайтесь. Может быть, нам удастся не за 140 лет набрать 1 миллион подписчиков, а хотя бы за 100. Поэтому от вас все зависит. Пишите свои комментарии, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, советуйте друзьям. Может быть, все пойдет немножко быстрее. Ну что ж, всем спасибо и до встречи вечером с Сергеем Рачинским. Я, кстати, по-моему, вспомнил название. По-моему, она называется «Антимонопольная религия», что-то такое. Хорошо, сейчас найдем название, выложим в описании. Всем спасибо и до встречи.